Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас сегодня солнечная погода с ясным небом, что, конечно же, не может не радовать, но может холодно, конечно. Не знаю. Сварила собаке кашу и сейчас убираю пирожки в морозилку. Один ему еще дала сегодня с утра, ну а мне пока нельзя. Сложила их. Завтрак: бутерброд, свежевыжатый сок, вода и каша с ложечкой кунжутного масла и фиником, а в соке добавлена ложечка меда. Вот такой завтрак. Так, а это я сделала салат на день. Здесь добавила тоже сыра немножко и авокадо, самую малость. Ну а так в основном морковь, огурец, помидор. Ну, как всегда. Получается вкусно. Сейчас разогреваю себе обед, суп-пюре овощной. Тут и кабачки, и перец, в общем, все такое. Пока это только овощное, без специй, но и без специй так и будет. Налила себе суп. Сижу в банке. Надо взять карту МИР. Уже иду гуляю, точнее, я хорошо погуляла, иду сейчас домой потихоньку. На самом деле на улице комфортно, то есть я иду быстро, мне вполне тепло, но мерзнут руки. Я их даже опускаю в карманы, вроде тепло чувствуется, а руки абсолютно меня не слушают. Очень холодно, вот именно рукам. Хотя само по себе нормально. Приготовила ужин, и в итоге я его просто ополовинила. Целиком у меня только рыбка 120 грамм хек, вот, немножко салата, гречки должно было быть больше и кабачков, но это в меня не влезет. Но я и по калориям все равно не доедаю. Так, остатки, да, и свеклы половинку съела, остальное убираю. У меня там почти 1600 калорий в день можно съесть, чтобы нужный вес удерживать именно, как мне надо. Но я их не добираю, и вот даже вот это я и то не доела. В общем, уберу. Завтра не нужно будет готовить, но только рыбу на пару сделать. Но если кто впервые на моем канале, у меня недостаток веса, но я еще была на лечебном голодании, сейчас вешу 44 килограмма 950 грамм. И, ну, как бы для меня это нормально, и я его хочу удержать. Я во время прогулки зашла в магазин Верный и увидела вот такой крем Аура. Ну, я редко захожу в косметический отдел в Верном, потому что там очень тесно, наставлено, ну и ничего особенного. Но меня привлекла внимание эта упаковочка, желтый ценник, 34, по-моему, или 36 рублей, очень дешево, срок годности до августа 2022 года, вот. Ну и, в общем, я решила взять такая, ну, новогодняя упаковочка, то есть можно, в принципе, чисто в качестве презента кому-то задарить на Новый год. Приятно будет. Тем более упаковка маленькая, и, естественно, ее легко использовать до конца указанного срока. Красота просто. Да и мне, в принципе, самой нравится тюбик, в цвет одежды подходит. Но в основном я заходила за кефиром, там какая-то была напасть с кефиром, ну, 1%, обезжиренным. Того кефира, который я беру, всегда не было, все разобрали. Весь остальной кефир тоже разобрали. И вот был такой Василькова. Я купила, оплатила и в магазине его открыла, потому что пить хотелось. И мне показалось, что он какой-то испорченный сначала, хотела поругаться пойти, но потом сделала еще глоток, думаю, да нет, нормально. Ну и в принципе, да, нормальный кефир пить можно, не вау, но, в общем, допью. Но, надеюсь, потом куплю уже тот кефир, который мне необходим. Вот там от 2,5 и выше, это вся кисломолочка стоит.
молоко стоит. А вот обезжиренных продуктов в этот раз прям проблема. И ну, там еще были какие-то по 19, по 17 рублей, знаете, по 100 с чем-то миллилитров. Био-йогурт я брала, как-то мне понравился, еще что-то, ряженка, и там, опять же, процент не очень низкий. Самый низкий, там 1,7, что ли, у айрана, но именно его тоже не было, понимаете? Вот, ну, я тут 2 суток, типа, но я за 2 суток выпью. Я вот этим стаканом 400 миллилитров. Погуляла с собакой, сейчас буду принимать душ и ложиться спать. Но перед этим я решила сделать, ну, не крем, а дополнить, скажем, крем. Я на канале, я сейчас не вспомню название, но я постараюсь ссылку под видео оставить на канал, потому что я еще с каналом не очень хорошо знакома. Но я присмотрела себе маску для лица и вот одну интересную штучку с этим кремом. Дело в том, что мне этот крем сам по себе нравится. Я вообще люблю косметику фабрики Свобода. Сейчас смотрю, вроде как дизайн, что ли, обновленный немножко. Ну вот, и дело в том, что этот крем, он очень-очень плотный. И, ну, как бы лицо будет очень сильно липкое, все такое. Крем не будет впитываться до конца. Но сам по себе он хороший. Я его иногда использую в качестве маски. Но опять же, смывать его довольно тяжело из-за его плотной текстуры. Так вот, на канале там говорилось, что посоветовал вроде как косметолог, половина тюбика смешать с одной ампулой вот алоэ экстракт жидкий. Ну, если я правильно поняла. Такая вот ампулка. И также говорилось, что вот это средство можно использовать самостоятельно, под глаза наносить, и тоже вроде как хорошее действие. Тут, я думаю, что попробую, я как раз в поисках чего-то такого. Кстати, я 2 дня подряд наносила на лицо крем Nivea, вот такой классический в большой банке, и лицо вообще преобразилось реально. Мне понравился эффект, но я не думаю, что им можно как-то злоупотреблять, потому что у меня кожа, она не сухая, она нормальная, но и всякому как бы, надо быть аккуратней. Этот крем я тоже не планирую использовать на регулярной основе, а несколько раз в неделю. Вот. Я его уже открывала, но я его купила недавно, ну, чтобы удостовериться, что только дизайн новый. Сейчас выдавлю. Значит, смысл в том, что благодаря вот этому средству крем становится типа по действию гораздо сильнее, но при этом текстура у него более такая нежная. Так что предстоит сейчас выдавить. И, кстати, это даже хорошо, потому что этот крем, он, ну, вернее, да, он находится в тюбике, в таком чисто советском металлическом. И, соответственно, быстро приходит в негодность, если из него на регулярной основе крем выдавливать, он весь поломается. Ну, я так понимаю, достаточно. Вроде бы. Вот он с одной стороны кажется, вроде бы как он не такой уж густой. Но вот разносится он тяжеловато. Хотя у меня такое чувство, что все-таки у него вдруг поменялась консистенция вместе с дизайном. Аромат такой же, пахнет вощиной. Вот этот экстракт, он, смотрите, он абсолютно отсюда уходить не хочет. Так, ампулу я вскрыла. Ну-ка. Ну, уже. Плохо как-то уходит. Сейчас я без камеры сделаю. Ну вот я добавила, только вопрос, как теперь это перемешать. Ну, он так не взбивается.
Ну, в общем, получилось, что я взбила как следует все это дело. Вот. Ну, действительно, консистенция стала вроде как немножко получше. Попробую им пользоваться иногда. Ну, скажем, пару раз в неделю. Надо вообще себе как-то так составить расписание, когда чем пользоваться. Потому что, ну вот меня мой крем-знахарь устраивает, но он как бы такой базовый уход дает, а мне хочется... Ну вот я не знаю, как бы там было предложено вроде вот такой вот флакончик, но мне лично в нем неудобно, надо во что-то другое. Не, ну можно извлекать и отсюда, конечно, надо подождать, когда он... Ну, крем стечет, может быть, даже... Ну ладно, посмотрим. Но в следующий раз, если мне крем понравится, я, конечно, не буду так делать. Это очень плохой вариант. Вот, и я хочу еще одну ампулу вскрыть чисто под глаза. Хотя под глаза, по-моему, этот крем тоже можно наносить. У кого-то я видела. Боюсь соврать, по-моему, у Жанны Фетисовой или... В общем, попробуем. И в чистом виде, и так. И, кстати говоря, я не так давно и видео о косметике снимала, и все такое, и говорила, что на этот гель у меня аллергия, и вообще мне не нравится аромат. А сейчас я пошла, не знаю, мне вдруг захотелось вот взять из запасов какой-нибудь гель, просто им попользоваться и поставить на место. В общем, почему-то я решила взять именно его. Ну что ж, сейчас буду мыться именно с ним. А еще там достала сумочку, думала, как ее починить. Она сама в идеальном состоянии, у нее ручка такая, ну как цепочка. И, в общем, нашла, как починить, и посмотрела, что у меня там. Кое-что в пустышке ушло, а эта помада, вот я когда зарегистрировалась в Faberlic, я по стартовой программе ее получила. Смотрите, какой классный цвет. Я просто редко помадой пользуюсь. Не то, чтобы я не люблю, я просто забываю. Вот в чем вопрос. Цвет он прям такой нейтральный, нюдовый на мне. Вот. Ну, я сейчас подумала, что нужно будет добить эту помаду потихонечку. Вот. И, ну, наверное, тогда купить себе какую-нибудь новую. Хотя для меня пробники это идеальный вариант, но как бы пробники все-таки не солидно смотрятся, и они еще очень часто, знаете, вот это, там крышечка открывается, ломается, и, в общем, да. А вообще, по мне, пробники это вариант идеальный. Ну, ладненько. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Сегодняшнее видео, конечно, такое было болтательное, малоинформативное, но я просто сейчас стараюсь все-таки вернуться к ежедневным съемкам не только, ну, как бы у меня сейчас на канале постоянно хобби-влоги выходят, но я знаю много зрителей, которые ждут именно лайв-влоги, поэтому я по возможности стараюсь, как бы, чтобы видео выходили каждый день. Вот вчера, например, вышло 2 видео, потому что позавчера я не успела смонтировать. И поэтому вчера я сразу 2 выложила за 2 дня. Вот. Ну, точнее, сегодня на момент съемки, но вы-то увидите завтра. Вот, как-то так. Ну ладно, всем здоровья, настроения, пока-пока.